В деревне Заречье стоял старый деревянный дом с небольшим огородом и сараем у края участка. Здесь много лет жила семья Смирновых и их беспородная собака Найда. Когда-то Александр Смирнов нашел ее щенком у проселочной дороги и принес домой. Найда выросла преданной собакой, охраняла двор, встречала хозяев у калитки и сопровождала Александра в лес. Пока семья жила в деревне постоянно, ей хватало еды и заботы. Но после закрытия местной пилорамы Александр лишился работы, здоровье стало ухудшаться, а их взрослый сын Михаил предложил родителям переехать к нему в город. Смирновы долго не решались, однако денег становилось все меньше, и в конце лета они начали собирать вещи. Корову продали, кур раздали соседям, мебель частично вывезли. В это время стало ясно, что Найда ждет щенков. Елена просила мужа заранее найти для собаки новый дом, но Александр все откладывал, надеясь, что будущие покупатели участка заберут ее вместе с домом. За неделю до отъезда Найда устроилась в сарае на старой соломе и родила 5 щенков. Они были совсем крошечными, слепыми и почти все время прижимались к матери. Елена поставила рядом миску с кашей и большую кастрюлю воды, а Александр пообещал договориться с соседом Иваном, чтобы тот присматривал за собакой. Иван действительно согласился иногда заглядывать во двор, но кормить Найду ежедневно и отвечать за щенков не обещал. Александр не стал уточнять это жене. В день отъезда все спешили. Михаил приехал на фургоне, коробки быстро переносили из дома, потому что к вечеру ожидался дождь. Найда беспокойно бегала между сараем и калиткой, поэтому Александр пристегнул ее цепь к металлическому кольцу возле стены. Цепь позволяла добраться до сарая, миски и навеса. Рядом он оставил мешок сухого корма, а Елена наполнила водой кастрюлю. Каждый думал, что другой обо всем договорился. Когда машина тронулась, Найда бросилась следом, но цепь резко остановила ее. Она лаяла, скулила и тянула ошейник, пока фургон не исчез за поворотом. Потом вернулась к щенкам и легла рядом, словно все еще ждала, что хозяева скоро откроют калитку. Первые дни корма и воды хватало. Иван один раз зашел во двор, подсыпал гранулы в миску и решил, что Смирновы скоро вернутся. Затем он уехал к дочери в районный центр. Началась жара. Вода быстро закончилась, а тяжелая кастрюля однажды опрокинулась, когда Найда задела ее цепью. Собака стала лаять при каждом звуке за забором, но дом стоял на окраине, и ее почти никто не слышал. Щенки требовали все больше молока, а Найда быстро худела. Она боялась надолго отходить от них и ела мало. После сильного ливня открытый мешок намок, корм превратился в липкую массу и начал портиться. Собака собирала языком капли с досок и пила грязную дождевую воду из углублений возле сарая. Щенки уже открыли глаза и пытались ползать по соломе. Один, самый маленький и серый, заметно слабел. Он часто оставался в стороне, пока остальные толкались у матери. Найда подтягивала его к себе носом, вылизывала и согревала, но молока становилось все меньше. Однажды мимо участка проходила пожилая Мария Ивановна. Она услышала хриплый лай и узнала Найду, которую раньше часто видела возле автобусной остановки. Женщина позвала хозяев, но никто не ответил. Через щель в калитке она заметила собаку, мечущуюся между входом и сараем. Мария Ивановна знала, что Смирновы собирались переезжать, однако была уверена, что животное они забрали. Калитка оказалась заперта. Тогда она позвала соседа Степана, который принес лом и снял замок с петли. Возле сарая оба остановились. Найда была сильно истощена, на шее под ошейником образовалась воспаленная полоса, миска стояла пустой, а в испорченном корме копошились насекомые. Из сарая доносился слабый писк. Мария Ивановна заглянула внутрь и увидела 5 щенков. 4 подняли головы, а серый лежал почти неподвижно у стены. Женщина осторожно взяла его на руки и почувствовала слабое дыхание. Степан налил Найде воды из канистры, не позволяя пить слишком быстро, затем отстегнул цепь от кольца.
Собака могла убежать, но не сделала ни шуга от сарая. Она смотрела на щенка в руках женщины и тихо скулила. Мария Ивановна позвонила районному ветеринару Ольге Петровне. До ее приезда щенков перенесли в сухую коробку, постелили одеяло, а Найде дали теплую воду и немного вареного мяса. Собака ела медленно и постоянно оглядывалась на малышей. Ветеринар обработала рану на шее, осмотрела щенков и сказала, что еще одна ночь без помощи могла закончиться гибелью всей семьи. Самого слабого малыша нужно было кормить смесью каждые несколько часов, поэтому Мария Ивановна забрала его в дом. Остальных вместе с Найдой перевели в ее чистый летний сарай. Первое время собака тревожно прислушивалась к каждому звуку и не хотела выпускать щенков из виду. Мария Ивановна приносила серого малыша после каждого кормления, и Найда долго его вылизывала. Через несколько дней он начал двигаться увереннее, а сама собака стала лучше есть. История быстро разошлась по деревне. Люди приносили корм, старые одеяла и пеленки. Степан сфотографировал Найду со щенками и связался с волонтерами районного приюта. Те нашли номер Михаила и позвонили семье. Смирновы пытались объяснить, что сосед должен был присматривать за собакой, а корм оставили запасом. Но настоящей договоренности не существовало, и это было очевидно. Когда Александр и Елена приехали в деревню, Найда узнала их. Она поднялась, несколько секунд смотрела в их сторону, но не подошла, а затем вернулась к щенкам. Александр предложил забрать ее позже, когда найдется подходящее жилье, однако пока хотел снова оставить на участке. Мария Ивановна отказалась отдавать собаку на цепь. Ее поддержали ветеринар и волонтеры, готовившие заявление о жестоком обращении. В итоге Смирновы подписали отказ от Найды и щенков. Через месяц собака заметно поправилась, рана зажила, а в ее взгляде исчез постоянный страх. Щенки росли крепкими и любопытными. 4 постепенно пристроили в добрые семьи, а самый слабый серый щенок остался у Марии Ивановны вместе с матерью. Его назвали Барсиком. Найда больше никогда не жила на цепи. Она свободно ходила по двору, спала в теплых сенях и каждое утро сопровождала новую хозяйку до калитки. Иногда при звуке машины собака все еще смотрела на дорогу, но уже не скулила и не пыталась бежать следом. Теперь она знала, что рядом есть человек, который однажды услышал ее слабый лай и не прошел мимо. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!